Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный торт «Мандариновый восторг». Торт очень просто готовится, получается сочным, вкусным, буквально тающим во рту и очень-очень быстрым. Итак, сначала приготовим коржи. Для коржей я разделила 4 средних яйца на желтки и белки. В белки я добавляю 8 грамм ванильного сахара, щепотку соли, и от общего количества сахара 180 грамм я всыпаю в белки где-то четверть. И взбиваю сейчас до таких мягких пиков. До жестких пиков взбивать это не нужно, потому что здесь мы коржи готовим по принципу шифонового бисквита, и именно в таком тесте сильно взбитые белки потом осадит просто тесто. Видите, вот такие вот подрагивающие пики должны у нас в итоге получиться. 4 желтка разбиваем, всыпаем туда порциями оставшийся сахар примерно в 4-5 приемов. И желтки взбиваем где-то минуты 4. Очень многие пропускают этот шаг, но желтки должны быть также всегда хорошо взбиты. Вливаем туда 60 грамм миллилитров мандаринового свежевыжатого сока, 100 миллилитров молока комнатной температуры и 100 грамм подсолнечного масла без запаха. И также цедру 3 таких достаточно крупных мандаринов я туда всыпаю. Все это перемешала, просто ничего не взбиваю. Просеиваю сейчас туда 160 грамм муки, 10 грамм разрыхлителя и 70 грамм кукурузного крахмала. Можете крахмал заменить мукой, но с крахмалом бисквит получается необыкновенно сочным, влажным, абсолютно не требующим пропитки. Его просто можно кушать как отдельный десерт. Все это просто перемешали, ничего не взбиваем. И сейчас в это готовое тесто с мукой мы вмешиваем лопаткой приготовленные нами ранее белки. Я буквально все белки выкладываю уже в тесто и аккуратно перемешиваю лопаткой. Они не очень хорошо здесь держат форму, как мы бы, допустим, на меренгу взбивали. Вот такими они должны здесь быть. Аккуратно перемешиваем. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать будем на режиме верх-низ без конвекции. Вот такой консистенции тесто у нас получилось. 2 формы по 20 сантиметров. И здесь смотрите, в одну из форм я вливаю в 2 раза больше теста, и во вторую форму я вливаю тесто на 1 корж. Всего вместе у меня получится 3 коржа, примерно по 2,5 сантиметра в высоту. Шапочки у коржей я буду срезать. В переднюю форму я влила тесто в 2 раза меньше, то есть на 1 корж, а в ту форму, что на заднем плане, я влила тесто на 2 коржа. Убираю сейчас выпекаться. Первая форма, в которой было тесто на 1 корж, он выпекался у меня буквально 17 минут. Я его сразу достаю из формы. Вторая форма у меня стояла в духовке 25 минут. Пока еще форма очень теплая, я достала корж из формы. И сразу нарезаю на коржи. Еще идет пар,
из него это видно. И вот такой влажный, сочный корж у меня получается. Очень эластичный. Сейчас я пока накрыла пищевым пакетом, чтобы просто не заветривались у нас коржи, пока я буду готовить крем. Здесь 120 грамм сахара и 30 грамм кукурузного крахмала. Сахар вы можете брать меньше или больше. У меня мандарины достаточно кислые. Если у вас сладкие мандарины, можете брать 100 грамм сахара. 250 миллилитров молока пастеризованного, то есть очень длительного хранения. Я высыпаю туда всю сухую смесь. Свежее молоко не подойдет, может свернуться от мандаринового сока. Поэтому берите лучше ультрапастеризованное молоко. Все это перемешала до однородности. 200 мл свежевыжатого мандаринового сока. Можете брать покупного из пачки, но я беру свежевыжатый. 2 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Вы можете также брать 6 желтков. Вливаю туда всю жидкую смесь. Все это перемешиваю. Добавляю туда цедру 3 достаточно таких крупных мандаринов. Все это перемешиваю. И иду сейчас уваривать эту заварную основу на плиту. Сейчас на умеренном огне при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном я довожу эту смесь до кипения. Когда начинаются первые пузыри, я провариваю эту смесь еще 20-30 секунд и снимаю ее с огня. Добавляю туда 50 грамм сливочного масла. Все это очень хорошо перемешиваю до однородности. Вливаю сейчас этот мандариновый крем в емкость, где он у меня будет остывать до комнатной температуры. Естественно, накрываем пищевой пленкой в контакт. И в это время приготовим сливочный крем. Здесь 250 мл сливок. Жирностью не менее 30%. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара, 250 грамм сыра маскарпоне, 300 грамм творожно-сливочного сыра я туда добавляю. И еще я туда добавила 50 грамм сахарной пудры. Это просто не вошло в кадр, выключилась у меня камера. Но это и так понятно. Вот взбила до такой устойчивой консистенции. Коржи у меня остыли до комнатной температуры. Начинаю наносить крем на коржи. Вот таким образом кругами наношу. Первый не стала уже там снимать, но второй тут то же самое. Выложила и сливочный крем в кондитерский мешок, и мандариновый крем. Вот таким же образом, такими бороздами я вкладываю на коржи из кондитерского мешка. Все это слегка разравниваю. Сейчас сливочный крем вот такими столбиками отсаживаю по боковинам торта, потому что я хочу этот торт украсить этим же кремом. Шпателем вот сделала вот такие вот полосочки, столбики, и из насадки 1М делаю вот такие завитки. Сейчас остатки мандаринового крема отсаживаю на середину тортика. Все это делается очень просто и быстро. Разровняла слегка шпателем, выложила туда дольки мандарина и нарезаю сейчас же. Он у меня вообще не стоял в холодильнике. Надо, конечно, поставить в холодильнике, но здесь у меня времени не было. Такой тортик для домашнего чаепития. И вот такой прекрасный разрез, еще даже не простояв ни минуты в холодильнике, у меня получился. Торт получается необыкновенно вкусным, сочным и порадует всех любителей цитрусовых десертов. Вкус у торта очень сбалансированный. Бисквит буквально тает во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов,
и до встречи в новых видео.